Всем привет, меня зовут Алексей. Сегодня поговорим о том, как снимать в новый кодек ProRes RAW. Как я уже говорил в предыдущем видео, для того, чтобы начать снимать ProRes RAW, первое, что нужно вам определить, зачем вам снимать в RAW. Если кратко, то первое преимущество — это возможность править баланс белого, второе преимущество — это повышенное разрешение, и третье преимущество — это отключенный шумодав. Вот типичный пример, для чего может вам, наверное, пригодиться ProRes RAW. Это сцена, где я чуть-чуть неправильно поставил баланс белого, то есть сейчас все довольно-таки желтое, потому что здесь освещение желтое. И чтобы его исправить, достаточно просто подвинуть ползунок баланса белого в правильное положение, и все. Да, то же самое можно вытянуть и с материала, который пишется на карту памяти. Но частота картинки при этом, я бы сказал, немножко нарушается. То есть ты можешь двинуть баланс белого чуть-чуть, но если ты сильно ошибся или у тебя какие-то такие условия довольно хитрые, то двинуть баланс белого качественно уже не получится. И еще, теперь давайте просто сравним материал, который пишется на камеру. Сейчас пишется 4К 25 кадров в секунду в 264 кодеке, но не All-I, а который со сжатием, потому что здесь в кадре движения почти нет, и на самом деле в такой ситуации All-I не нужен, и достаточно будет практически любого кодека со сжатием. И вот отдельно у нас картинка ProRes RAW, и посмотрите, рядом две картинки. ProRes RAW немножечко более детализированный, намного более шумный, да, к сожалению, шум надо будет давить. Это минус, это недостаток RAW формата, но из-за того, что камера не давит шум, у нас появляется возможность задавить его самим намного более качественнее, чем это делает камера. То есть вы контролируете степень давления шума, что на самом деле это очень хорошо. Это замедляет сильно процесс постобработки, но это делает постобработку намного более качественной, нежели это делает камера. ProRes RAW. Как же им пользоваться? Первое, что необходимо сделать, это в Atomos включить запись в RAW формате и на вашей камере включить вывод RAW формата по HDMI. Мы в данном примере рассмотрим мою Sony Alpha 7S Mark III и рекордер Atomos Ninja 5. После включения записи в RAW формате вам нужно загрузить в ваш рекордер луты. Рекомендую это сделать, потому что вам, к сожалению, придется переэкспонироваться, если вы не хотите шумодавить материал в постобработке. Причем я рекомендую все-таки не шумодавить, потому что шумодав требует огромное количество вычислительных ресурсов вашего компьютера. В большинстве случаев это настолько сильно замедлит вашу постобработку, что вы просто потеряете интерес снимать в этом формате. Итак, создаем луты, например, с -1 или -2 экспозиции. Можно создать самим на сайте Loot Calculator, например, либо воспользоваться уже готовыми лутами, например, от Алистера Чапмана. Выбираем луты на -1 и на -2 переэкспозиции. Сейчас я объясню, зачем на -1 и зачем на -2. Так, подготовили луты, загрузили в Atomos, и для обычного режима съемки, то есть для первого базового ISO, который в A7S III это 640, мы настраиваем лут на -1 переэкспозицию. То есть мы на один стоп экспонируемся правее по гистограмме, этим самым на один стоп пересвечиваем картинку, и это позволяет нам в посте занизить очень довольно сильно. То есть на один стоп это, по-моему, с ISO 640 станет у вас ISO 320, то есть 3 щелчка. И что позволит вам сделать картинку намного более чистой. А второй же лут, который на -2 по экспозиции, можно использовать на втором базовом ISO, который 12800. Почему на -2? Потому что второй базовый ISO шумит намного больше в RAW формате. Это прям ощутимо, к сожалению. И рекомендую, по моему опыту, использовать на 12800 переэкспозицию на 2 стопа.
И последний момент, который нужно сделать перед тем, как начать запись, это обязательно проверить настройку в Atomos Metadata Crop. Что это такое? Я, к сожалению, попался на этот нюанс. Это уменьшение разрешения видео, которое производит Atomos, которое все пишет, для того, чтобы как бы адаптироваться под формат 16:9. Вот. И на самом деле это визуально портит сильно картинку. Причем настолько, насколько я не ожидал, что это будет портить. И как я это обнаружил, я сконвертировал ProRes RAW в DNG. В DNG формате нет этого кропа, то есть там идет полное разрешение, и сам материал записан внутри, там полное разрешение, но из-за этого тега с кропом материал становится чуть-чуть меньше по разрешению и заметно визуально хуже. Поэтому рекомендую, обязательно отключайте Metadata Crop, поставьте его на Off. Так вы выжмете максимальное количество информации из ProRes RAW. И на постобработке единственное, что нужно будет сделать, это просто вписать кадр в формат 16:9. Следующий нюанс, который присутствует при записи ProRes RAW, это отсутствие, точнее выключение активной стабилизации на Sony, по крайней мере. Но я слышал от друзей, что в FX3 она продолжает работать, хотя это на самом деле очень странно, и такого быть не может, потому что для активной стабилизации используется вся матрица, и как бы RAW формат записывает тоже всю матрицу. При этом при активной стабилизации изображение кропается, и как можно кропнуть изображение, и записав при этом RAW. В общем, что-то здесь не сходится. Скорее всего, в FX3 тоже отключается активная стабилизация, и остается только два варианта. Это выключенная стабилизация и стандартная. И со стандартной, я лично снимаю сейчас со стандартной, потому что выключенная на самом деле слишком много подергиваний, потому что камера маленькая, легкая. Atomos не сильно добавляет веса, но не сильно добавляет веса для того, чтобы стабилизировать картинку. И поэтому рекомендую включать стандартную, но тогда любые проходки надо делать, любые движения надо делать очень-очень максимально плавно, либо использовать какой-то стабилизатор, имеется в виду большой стабилизатор для камер, тогда можно снимать. Но, как я еще раз говорю, я вполне нормально снимаю с рук, и за счет ProRes RAW и GiraFlow в постобработке я спокойно стабилизирую материал, и получается намного лучше, чем это делает сама камера. И последний нюанс использования ProRes RAW, в нем отключается возможность использования компенсации дыхания фокуса. При этом, если вы пишете материал и на карту памяти, и в рекордер, как я, естественно, рекомендую делать для того, чтобы как минимум стабилизировать картинку, если вам очень сильно нужен кадр с компенсацией дыхания фокуса, вы можете перейти на внутренний материал и с помощью Catalyst Browse наложить в постобработке эту самую компенсацию дыхания фокуса. Если, например, в конкретном этом шоте вам очень нужно именно компенсировать дыхание вашего объектива. Но, опять же, повторюсь, это доступно, к сожалению, только на G-мастерах. Вот. Так что по умолчанию, к сожалению, компенсация дыхания фокуса не работает, но если очень нужно и у вас G-мастер, то можно в посте это сделать через Catalyst. Так, ну и последнее. Все, вы разобрались со всеми нюансами во время записи. Теперь вы доходите до постобработки. И на постобработке я заметил такой нюанс, что пересвеченные области, к сожалению, по умолчанию, по крайней мере в DaVinci Resolve, имеют какой-то розовый оттенок, то есть хайлайты в местах, где они выбиты и где очень контрастное место. Я сейчас покажу на экране примеры. Они почему-то светятся розовыми какими-то точками. Вот. Возможно, это из-за пространства, в котором я работаю. DaVinci Wire RGB Color Managed, то есть цветовое пространство, там внутри на самом деле гибрид лог-гамма. Оно, скорее всего, достаточно маленькое для того, чтобы нормально отобразить вот эти пересветы. И как я решил эту проблему? Я просто-напросто переключил рабочее пространство в DaVinci White Gamut, то есть в самое широкое цветовое пространство, которое доступно в DaVinci Resolve. И тут же эта проблема ушла. Вот такой вот нюанс.
тем не менее, помните, что всегда нужно защищать хайлайты. Из кромешной тьмы, ада, теней шумных, я имею в виду, вы можете всегда достать материал. Да, он будет шумный, да, он будет ужасного качества, но вы можете его зашумодавить или даже сделать не цветным, потому что в основном шум, который не нравится визуально, это цветной шум, то есть красные вот эти точки, они отвратительные. Когда идет шум именно зерно, оно довольно приятное. А вот если вы выбьете хайлайты, вам никакой RAW уже не поможет. Так что защищайте в первую очередь хайлайты при съемке, в принципе, в любом формате и особенно в RAW. Ну и последнее, рендер. Все зависит от того, куда вы будете рендерить свой материал, точнее, куда вы будете заливать свой материал, так как в большинстве случаев это, скорее всего, YouTube, либо Vimeo, либо это какой-то, не знаю, готовый фильм, я не знаю. Но чаще всего, я думаю, если вы используете ProRes RAW, то это будет конечная, так сказать, платформа, это YouTube. На YouTube поток в 4К даже, 25 кадров в секунду, например, там что-то около 9 или там 10-12 мегабит в секунду. Это на самом деле крайне малый поток, и как бы снимать в ProRes RAW для YouTube уже странновато немножко, но тем не менее. Вот, какой есть нюанс, который я заметил при съемке ProRes RAW и рендера, и загрузки на YouTube, и как она в конце, эта картинка выглядит. Проблема в том, что если вы рендерите в 265 или 264 кодеке, то этот шум, который дает ProRes RAW, даже зашумодавленное, например, немножко, но оставленное зерно, оно очень сильно плохо выглядит на YouTube. То есть вам надо либо загружать очень чистую картинку, то есть очень агрессивно давить шум, либо, чего я сейчас делаю, это загружаю материал в формате ProRes 4.2.2. Вот, этот формат сохраняет максимальное количество данных, особенно в тенях, которые давятся даже 265 кодеком. То есть даже просто после простого рендера в 265 кодеке, даже на компьютере, вы смотрите на готовый материал, и он выглядит отвратительно. Все шумы начинают как-то съедаться кодеком, как-то, все очень странно, там целые блоки. Я надеюсь, я покажу, как это выглядит, это довольно странно. Единственный формат, который защищает ваше зерно, это формат ProRes 4.2.2, 4.2.2 HQ, или в случае Windows это DNX HR HQX, да? Очень длинное название, очень сложно, но рекомендую, если вы уж снимаете в ProRes RAW в тяжелом формате, то вам, к сожалению, придется использовать также тяжелые монтажные кодеки для доставки вашего материала на YouTube. А на этом все. Спасибо большое. Всем пока.